Солнце безжалостно палило над бескрайней африканской саванной, высушивая и без того скудную растительность, превращая землю в потрескавшийся безжизненный ковер. В одном из самых труднодоступных, каменистых и изрезанных глубокими ущельями районов дикой природы стояла оглушительная, звенящая тишина. Этот суровый пейзаж, состоящий из острых валунов и выжженной солнцем травы, таил в себе смертельную опасность для любого, кто остался без защиты. И именно здесь, прижавшись к острому выступу гранитной скалы, находился тот, кто по всем законам природы не должен был оставаться один. Маленький детеныш носорога, которому едва исполнилось 8 месяцев, стоял неподвижно, понурив голову. Он был слишком мал, чтобы защитить себя от хищников, и слишком напуган, чтобы сделать хотя бы шаг в сторону. Еще вчера мир казался ему надежным и понятным. Его огромная сильная мать всегда была рядом. Ее массивное, покрытое шрамами тело служило непреодолимым щитом от палящего зноя, пронизывающего ночного холода и голодных глаз львиных прайдов. Ее тихий, утробный, успокаивающий ропот дарил чувство абсолютной безопасности. Но теперь этот голос смолк навсегда. Рейнджеры, обнаружившие следы трагедии, позже предположат, что мать малышей пала жертвой жестоких браконьеров, охотящихся за ценными рогами, либо погибла в жестоком неравном столкновении с территориальным доминантным самцом. Без ее молока, без ее защиты и обучения у 8-месячного крохи практически не было шансов выжить в дикой природе в одиночку. Он был обречен на медленное угасание. Малыш жалобно и тихо звал ее, издавая свистящие звуки, но ответом ему был лишь сухой, равнодушный шелест ветра в ветках редких кустарников. Ситуация усугублялась тем, что ландшафт вокруг был настолько изрезанным, крутым и заваленным обломками скал, что ни один наземный спасательный автомобиль не смог бы подобраться к этому месту даже на расстоянии видимости. Маленький носорог оказался в идеальной природной ловушке, зажатый между камней, слабеющий с каждым часом от обезвоживания, голода и парализующего страха перед наступающей темнотой. Помощь пришла оттуда, откуда ее сложнее всего было ожидать в этих глухих местах — с неба. В раскаленном воздухе раздался нарастающий, оглушительный, вибрирующий рокот, который заставил вздрогнуть притаившихся в округе птиц. Это был вертолет спасательной службы, круживший над глубокими каньонами. Опытные рейнджеры, патрулирующие вверенную им территорию, с трудом, но все же заметили маленькую серую фигуру, сливающуюся с окружающими скалами. Понимая, что каждая минута на счету, а подобраться на джипах невозможно, командир экипажа принял единственно верное, хотя и крайне рискованное решение — провести сложнейшую экстренную эвакуацию по воздуху. Слаженность и профессионализм спасателей поражали. Спустившись на тросах, они действовали максимально тихо, чтобы не спровоцировать у животного приступ паники, который мог стать роковым на краю обрыва. Малыша аккуратно усыпили с помощью специального дротика с транквилизатором, после чего бережно зафиксировали его обмякшее тело в прочной широкой строп-сетке. Вертолет медленно, сантиметр за сантиметром, поднялся вверх, унося маленького носорога ввысь, прочь от опасных скал, которые едва не стали его могилой. Это захватывающее зрелище напоминало кадры из высокобюджетного голливудского фильма. Огромная винтокрылая машина несет на подвесе будущего гиганта саванны на фоне заходящего солнца, вырывая его из лап смерти. На земле, на заранее подготовленной безопасной ровной площадке, вертолет уже с нетерпением ждала наземная медицинская команда. Как только стропы коснулись травы, ветеринары буквально бросились к малышу. Они действовали как единый, четко отлаженный биологический механизм, мгновенно оценили его жизненные показатели, проверили частоту дыхания, обработали царапины от острых камней и подготовили к дальнейшей транспортировке. «Готовы? 1, 2, 3!»
Слаженно скомандовали спасатели, бережно перекладывая тяжелого, но все еще такого хрупкого и уязвимого пациента на мягкие маты в кузов специального грузовика, направляющегося в безопасное убежище Care for Wild. Пока одна группа специалистов вела отчаянную борьбу за жизнь первого детеныша в воздухе, буквально в нескольких километрах от этого места разворачивалась другая, не менее драматичная история. Внимательные рейнджеры, прочесывавшие прилегающие сектора саванны в поисках причин гибели взрослой самки, обнаружили второго носорожка. Этот малыш находился в таком же истощенном и напуганном состоянии, но ландшафт вокруг него, к счастью, был более пологим, что позволяло подобраться к нему на наземном транспорте. Судя по внешнему виду, идентичному возрасту и характерным чертам, они были родными братьями или сестрой и братом, осиротевшими сиблингами, которые потеряли одну и ту же мать, но в панике побежали в разные стороны. Спасатели мгновенно бросились на выручку второму детенышу, понимая, что медлить нельзя. Запах крови или слабости в саванне быстро привлекает крупных хищников. Люди буквально выпрыгивали из открытых кабин внедорожников на ходу, стараясь как можно быстрее окружить, успокоить и стабилизировать состояние маленького беглеца. В дикой природе испуганное дикое животное в состоянии сильнейшего стресса может начать хаотично бежать и нанести себе смертельные травмы о деревья или камни, поэтому действия людей со стороны казались филигранным танцем. Они сочетали в себе молниеносную быстроту, решительность и невероятную, почти материнскую нежность. Второго малыша также оперативно погрузили в транспорт, накрыв ему глаза мягкой тканью, чтобы снизить уровень визуального стресса. Обе машины, поднимая густые клубы красной африканской пыли и оставляя глубокие следы на сухой земле, на максимальной скорости устремились к воротам реабилитационного центра. Две параллельные истории спасения, начавшиеся в разных уголках выжженной равнины, неумолимо сходились в одной точке, где им суждено было измениться навсегда. По прибытии в охраняемый заповедник Care for Wild обоих пострадавших носорогов немедленно поместили в отделение интенсивной терапии для юных постояльцев High Care Juvenile Unit. Это место представляет собой высокотехнологичный госпиталь и одновременно ясли для самых ранимых и беззащитных обитателей саванны, оставшихся без родительской опеки. Здесь круглосуточно дежурит команда лучших экспертов, ветеринаров и волонтеров, готовых бороться за жизнь каждого подопечного. Внутри боксов созданы идеальные условия: стерильность, оптимальная температура, отсутствие резких раздражающих звуков дикой природы, которые могли бы напугать истощенных детенышей. Специалисты сразу же приступили к детальному мониторингу, контролировали показатели крови, степень обезвоживания, температуру тел и начали постепенно, по каплям, вводить специальное питательное вещество, богатое витаминами, которое способно хотя бы частично заменить целебное материнское молоко. Первые часы в клинике для любого дикого животного – это самый критический и непредсказуемый период. Малыши находились в состоянии глубочайшего психологического шока. Они не понимали, где находятся, почему вокруг них люди и куда исчезли привычные просторы. Они забивались в дальние углы своих вольеров, жалобно, глухо плакали, издавая звуки, похожие на писк, и наотрез отказывались от предлагаемой еды. Ветеринары с грустью смотрели на них, прекрасно понимая, что обработать раны на теле и ввести физраствор – это лишь половина дела. Гораздо сложнее исцелить невидимую, глубокую психологическую травму дикого одинокого существа, потерявшего весь свой мир. Но именно в этот момент произошло то, что принято называть чудом. Прошел всего 1 час с того момента, как оба испуганных детеныша оказались в изолированных стенах реабилитационного центра. Ветеринары, посовещавшись и оценив риски, решили открыть массивные внутренние двери, разделявшие 2 смежных вольера, чтобы дать малышам возможность хотя бы почувствовать запахи друг друга.
То, что произошло в следующую секунду, заставило затаить дыхание и растрогало до слез даже самых искушенных, строгих и повидавших немало горя сотрудников заповедника. Детенышам не потребовалось времени на размышления, долгое изучение территории или осторожное взаимное обнюхивание. Едва завидев знакомые очертания сквозь открывшийся проем, они мгновенно узнали друг друга. Родные брат и сестра, разлученные в кошмаре и хаосе саванны, пережившие нападение, бегство и долгую дорогу, снова были вместе. Они тут же, издавая радостные звуки, бросились навстречу друг другу и плотно, без зазора, прижались массивными серыми боками, словно пытаясь слиться в одно целое. Они искали друг в друге то самое тепло и защиту, которые отняла у них судьба. Это объятие двух маленьких толстокожих существ выглядело невероятно трогательно и символично на фоне белых больничных стен. Их душевное состояние преобразилось в одно мгновение. Панический страх, апатия и безысходность отступили, уступив место робкой, но уверенной надежде. Настроение малышей заметно улучшилось, они стали вести себя спокойнее, перестали испуганно озираться на каждый шорох и начали проявлять первый интерес к еде. Для осиротевших носорогов в таком нежном возрасте наличие компаньона — это не просто приятный социальный фактор или элемент игры. Это базовый, фундаментальный вопрос выживания. В компании своего сородича они гораздо быстрее адаптируются к новым условиям, их организм перестает вырабатывать разрушительные гормоны стресса, иммунная система начинает работать в полную силу, а аппетит восстанавливается в разы быстрее. Они делят друг с другом ночные страхи, согревают друг друга в прохладные часы и вместе учатся доверять людям, которые пришли им на помощь. Глава 6. Новый рассвет и взгляд в будущее. Сотрудники Care for Wild не могли сдержать искренней радости и облегчения, наблюдая через экраны мониторов за этой нерушимой, обретенной вновь связью. Пройдя через настоящий земной ад, внезапную потерю матери, изнуряющий голод, постоянную угрозу со стороны хищников и преследование браконьеров, эти двое выжили, вопреки всем неблагоприятным прогнозам. И самое главное, что подарила им судьба после всех испытаний, они больше не были одиноки. У каждого из них теперь был тот, на кого можно опереться в буквальном и переносном смысле. Каждый новый день, встающий над заповедником, это еще один уверенный шаг по долгому пути к полному выздоровлению и реабилитации. Команда преданных своему делу специалистов трудится без устали, обеспечивая малышей лучшим уходом, правильным питанием и защитой. Однако люди здесь не стремятся стать для них новыми родителями навсегда. Конечная, самая главная и благородная цель Care for Wild — не сделать из носорогов ручных домашних питомцев, привыкших к ласке человека, а вырастить их дикими, сильными и независимыми. Пройдет несколько лет кропотливой работы. Малыши окрепнут, наберут вес, их рога вырастут, и они превратятся в могучих, величественных и грозных великанов, способных постоять за себя. И тогда наступит день, когда тяжелые ворота центра откроются в последний раз, и эти двое снова ступят на землю свободной, бескрайней саванны. Они будут гордо роумить по просторам Африки, как и их дикие предки, восстанавливая популяцию своего исчезающего вида. Но где-то в глубине своей памяти они наверняка сохранят воспоминания о том дне, когда небесный ковчег забрал их из каменного плена, а любовь и братская привязанность помогли им победить саму смерть и начать жизнь заново.